Друзья, сегодня меняем аккумулятор на MacBook Pro 13 2017 года. Как мы видим, рекомендуется обслуживание, замена аккумулятора. Сейчас у нас 70% от максимальной емкости при покупке. Ноутбук использовался с 2017 года, августа 14 числа. Часто он отключается при 30-40%. Ну и работать уже, конечно, не совсем приятно, как было изначально. Друзья, когда мы заказываем аккумулятор, мы смотрим непосредственно на нашу модель ноутбука с задней стороны крышки. У нас модель A1708. Это MacBook Pro 13 2017 года. Я заказал аккумулятор с AliExpress. Вот он. Ссылочку на продавца я добавлю в описании. Посмотрим, что он нам прислал. Отверточки у нас вполне неплохого качества. Специальные звездочки, так скажем, для нашего ноутбука. Ну, они также есть в наборе Xiaomi, как многие используют. Он у меня тоже имеется. Вот они. И это где-то будут вот эти звездочки ориентировочно. Сам аккумулятор выглядит вот так. Вот это у нас, это будет нижняя часть. Она отклеивается. И здесь будут у нас двусторонний скотч, который уже приклеен к аккумулятору. Это верх у нас. Мы снимем пленочку. Это плата, которую мы прикручиваем в сам непосредственно ноутбук. Итак, начнем. Переворачиваем наш ноутбук. Подбираем отверточку. Нам необходимо открутить в первую очередь вот эти все винтики. Так. Не это у нас. Вот. Все откручивается довольно-таки легко. Хочу заметить, вот у нас есть два болтика маленьких, они непосредственно отсюда идут, остальные чуть побольше. Вот вы можете сравнить, не перепутайте. Ну, в принципе, вы, наверное, не закрутите их. Так, после того, как открутили все болтики, берем присоску, прижимаем и чуть-чуть подтягиваем и засовываем нашу карту. Так, сильно далеко не надо засовывать. Так, тут что-то тяжелее отходит. Все отошло. Так, она нам больше не нужна. Смотрите. Все отошло. Убираем. У нас здесь теперь держат механизмы. Теперь мы берем крышку и чуть-чуть тянем на себя, то есть вниз. Аккуратно, чтобы ничего не сломать. Раз. Все. То есть вот эти механизмы.
они вставляются. Так, это убираем. Так, далее. Что мы здесь видим? У нас есть шлейф. Это у нас трекпад. Так, и аккумулятор. Здесь надо будет отключить. Так, отклеиваем. Так. Так, далее. Нам надо вот этот шлейф отключить. Его просто чуть-чуть потянуть влево. Так. Так, теперь мы откручиваем болтики. Так, и откручиваем болтики от трекпада, дабы отключить шлейф, так как без этого мы не сможем поменять аккумулятор. Так, тут лучше взять аккуратненько, просто подтянуть вверх. Опа. Так, отклеиваем аккуратно. Так, дальше нам надо открутить еще этот болтик. Так, дальше мы заметили, еще у нас тут есть болтик. Так, все, мы все открутили. Напомню, что надо открутить 1, 2, 3. То есть у вас должна двигаться эта плата. Теперь нам надо отклеить вот эту батарею. Она у нас на двухстороннем скотче. Отклеиваем банковской картой, подсовываем. Так, наконец-то мы сняли. Было это довольно-таки непросто. Как видите, двухсторонний скотч очень крепкий. Смотрите, когда будете это делать, не повредите, главное, шлейф. Так, дальше. Теперь мы очищаем всю поверхность данную от двухстороннего скотча. Друзья, самый простой способ подцепить этот двойной скотч либо ногтями, либо чем-то более таким острым, той же карточкой, но менее удобно, и потянуть. Вот, вот так вот. Обезжириваем поверхность. Так, теперь берем новую батарею. Так, нам надо снять скотч этот. Так, и с нижней части также. Так, сняли. И мы здесь видим такой же двойной скотч. Так, ставим. Так.
Далее собираем. Вставляем наши винтики. Так, теперь берем шлейф. Вставляем его обратно. И сюда то же самое. Так, попали. И одеваем обратно шлейф на трекпад. Он просто нажатием вставляется. Чуть его поджимаем, чтобы немного приклеился. И прикручиваем. Готово. Все собрали. И осталось одеть крышку. Закручиваем. Все, мы собрали, проверяем, что получилось. После включения нашего ноутбука проверяем. Аккумулятор не требует замены. Открываем приложение и смотрим состояние. 100%, первый цикл. Также проверим в программе этом Маке отчет о системе электропитания. То же самое, количество циклов перезарядки 1. Все, мы с вами заменили аккумуляторную батарею. В принципе, без проблем особых. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки.